Есть у меня вот такое вот алюминиевое окно с вот такими вот решетками странными. В общем, хочу я их оторвать и сделать здесь ставни, чтобы красиво было, более-менее. И вот это вот все добро закрывало. Потому что окно там, в принципе, сзади ничего нет, оно еще и матовое, не знаю. Поэтому хочется закрыть, сделать красивые ставни. Приобрел вот такие вот доски, вот, они уже профрезерованные, то есть вот штык в штык вставляются. Длина у нее 2,50. И буду под окно делать. Вот я уже кусок одной отрезал, посмотрите. Здесь 10 сантиметров, то есть 100 миллиметров. 10 сантиметров. Одну скажу, кто будет делать, лучше делать как можно уже. Потому что на солнце их будет потом тянуть, будут они гнуться. У меня такая была, меньше не нашел, поэтому буду делать с этой. Сейчас буду разрезать, буду резать напополам, то есть 2,50 длина, будет 1,25 м. Окно 1,15 м, будет оно закрываться. Вот так она выглядит. Теперь беру ширину окна, делю напополам и делаю одну створку и вторую створку. Считаем, сколько вам нужно. И делаем, стыкуем одна с другой, стягиваем на клей. На одну сторону у меня там где-то 50 сантиметров. Вот 50 сантиметров у меня ложится 5 штук. 5. И чтобы получился нахлест на стенку, я еще одну распустил на две части. То есть на одну будет одна идти, еще дополнительно, и на вторую сторону еще одна дополнительно будет идти. То есть будет 55 сантиметров, чтобы получился нахлест. Вот они нарезаны. Ну, теперь будем собирать их и клеить. Ну, перед тем, как клеить, я еще снимаю фаску. То есть рубанок беру, снимаю фаску на уголках рубаночком. Вот она как выглядит до поклейки, потому что когда поклеим, и вы ее состыкуете, она будет просто ровно, они будут небольшого узорчика, то есть окно будет плоское. Вот сейчас я рубанком одну снял, вот она получается, у нее круга, эти, вернее, у нее стороны уже закругленные более. То есть когда вы состыкуете, будут небольшие проходы, как бы углубления. Поэтому я для себя снимаю, если кому-то по-другому хочется делать по-своему. То есть вот она, снятая фаска, вот это уже как в начале было. То есть при стыке уже будут проемы. Вот они уже все лежат, готовенькие. Я их шлифанул еще. Теперь буду клеить обыкновенным ПВА. Клей ПВА. Значит, заливаю сюда в канавку. И потом стыкую каждую раз. Следующую заливаю. И опять следующую заходит. Так все. Когда все уже состыкуются, потом буду уже стягивать струбцинами. Начинаем. Сам процесс я не буду снимать, потому что ничего сложного нету. Заливаем и стыкуем. Сейчас все наклею. У меня вот такая вот струбцина, сам ее делал, потому что у меня длинной нету. По бокам я поставил сверху, чтобы оно в плоскости прижимало одну сторону и вторую. Пока их сильно не натягивал, чтобы оно сильно не зажало. Вот такие вот щели сейчас есть. И теперь сейчас зажимаю эту. Будет видно, как будет сходиться. То есть затягиваем его. Вот оно. Стягивает. Щели уже уходят. Так вот стянул. Теперь зажимаю эти хорошо. Чтобы оно придавило еще плоскость. И ту сторону то же самое делаю. Вот оно засохло уже. Вот так вот вид приобрела. Здесь вот везде, где стыки, получились такие проемчики. Так вот смотрится. Значит, теперь я отступил с двух. Сначала я отмерил ровно и срезал его. Потом буду фаску снимать и этим фрезой. Значит, отступил от края с одной стороны, с другой стороны одинаково. Там у кого какая длина, расстояние, сами смотрите. И теперь буду, вот не буду, а уже посверлил. И с двух сторон снял фаски. То есть это не сверленная, вот это вот сверленная половинка. С двух сторон, чтобы не было заусениц. Теперь, значит, вот здесь вот буду прикручивать
брусочек такой. Такие вот бруски. Вот я их тоже уже прошелся фрезой. С одной стороны у меня 90 градусов, а второй под уклоном слегонца. Потому что когда буду закрываться, открываться, чтобы они друг друга не цепляли при открытии и закрывании, то есть они будут вот так вот стоять. Ну и тут еще зазор, естественно, между ними 5. То есть точно цеплять не будет. Такого плана. И теперь буду на те отверстия, которые я посверлил, просто их прикручивать. Потом берем наклей, ставим сюда и с той стороны шурупами прикручиваем. С той стороны будет же металлическая пластина стоять, которая будет на ставне идти. То есть оно закроет все болты. Не болты, а шурупы. Вот так вот. Так, вот это вот отверстие. Теперь как буду делать? Беру, значит, намазываю клеем. На то место, где будет лежать. Затем ставлю брусочек. Выравниваю. И потом беру снизу с одного края шуруп. Рукой придерживаю, чтобы было ровно по этой линии. И затем с этой стороны так же самое прижимаю и снизу второй. Когда их два накручу, потом уже все вместе начинаю закручивать. С другой стороны та же самая ситуация. Стягиваем потом их. В общем, делаем. По поводу петель. Вот такие вот у меня есть. У меня есть 4 штучки. Они немного большие. То есть вот здесь оно должно лечь на вот эти вот шурупы. Здесь еще будут, когда будут закрываться одна с другой, вот такая вот будет дощечка. Поэтому оно до края не будет. То есть она большая. Здесь, значит, у меня должно закрыть вот эти вот все шурупы. То есть мы ставим вот так вот, чтобы не торчал. Вот примерно где-то вот так он будет лежать. И вот это у меня лишнее. То есть мне его нужно будет обрезать. Даже вот так вот. И вот этот вот кусок сюда поставить. Вот, чтобы он лег вот так вот. Вот, сварить. Это купил я такие на барахолке. Это уже готовые с каких-то ворот, не знаю. Ну, это у меня на это окно есть. Но на следующие два окна у меня нету. Потом буду делать сам. Тут, в принципе, вот эта пластина, она, сколько здесь, 30, 35 можно брать. Тоже. И можно сделать такую же, то есть прорезь сделайте болгарки, нагреваете, потом это все молотком выстукиваете, оно выгибается. Ну и сверлите. Трубочка обыкновенная. И потом будет у вас внутрь вставляться на штырь какой. В общем, или можно готовые петли купить. Сейчас тоже продаются уже здесь и здесь. Тоже красивые. Ну, у меня есть вот такое, оно старое уже тоже буду использовать. На следующие два окна буду сам делать. То есть вырезал вот такую вот дощечку, досточку, как угодно. Снял вот фаски фрезой. Теперь она пойдет вот сюда на край. Это для того, чтобы когда закроются ставни, было нахлест у них одна на другую. Поэтому будет на одну сторону прикручиваться. Сейчас возьму тоже наклей и 3 шурупами закручу это дело. Вот они выступают. Вот это я сделал планочку, которая будет нахлест идти на стыке. Поэтому они у меня вышли вот за края. Теперь нужно будет обрезать их, приваривать вот сюда. Одну, вторую, третью, четвертую. В общем, делаю сейчас 4 таких вот петли. Не знаю, как они называются. В общем, обрезаем и варим. Сейчас вот покрываю глазурью. У меня вот тут такая вот глазурь. Значит, она у меня под старый дуб идет. Рубль рустик. 4 года дают гарантии. В общем, беру я ее просто наношу кисточкой. Кисточку, конечно, надо было побольше взять, но удобнее было бы. В общем, покрываю одну ставню и вторую по отдельности. Затем будем сушить. Сейчас вот это вскрою, просушим. И затем буду еще оббивать железом. И на улице надо будет на окно тоже сделать небольшую рамку из дерева. Потому что там окно такое специфическое, без подоконника.
Поэтому будет немного по-другому сделано. Это я чуть дальше покажу. В общем, красим. Другое, вот оно сделано вровень со стеной. То есть, если сделать жалюзи, ставни вот так вот, во-первых, вот эти решетки надо снять, она никогда не закроется. Когда ставни закроются, у них сейчас покажу на другом окне. У них вот этот выступ тоже должен уходить вовнутрь. То есть он сюда должен заходить. Когда закрываете, вот так он должен быть. Вот. Поэтому он будет мешать. И в связи с этим вот это вот надо отрывать. Окно невозможно утопить, потому что оно всего-то толщиной с саму раму. Поэтому только снаружи. Снаружи вот что сделаю. Вот так вот дощечка точно такой толщины, как на ставнях будет. То есть, когда вот так вы поставите, у вас останется вот здесь вот это пространство. Когда вы закроете, у вас оно ляжет вот в это пространство. То есть, получается, нужно по кругу сделать небольшую такую арку, вот такой толщины, как у вас прибито на ставнях. Толщина будет вот такая вот. Вот, если мы ложим, вот. Что когда вы там закроете, она у вас вот так ляжет. Вот. Здесь оно даже, это чуть больше, это меньше. Когда заляжет, будет закрываться. Поэтому делаем арочку. Вот сама ставня. Вот здесь расстояние оставил. Поэтому вот одна ляжет. И вот так вот вторая ляжет. И когда вы закроете, это сторона к стеклу, у вас вот эта досточка не будет упираться в стекло, ни в раму. Поэтому делаем рамочку такую. Сейчас вот режу доски. Для нее покладу по кругу. Там, то есть по всему квадрату. Пластины прикрутил, покрасил их в черный. Вот я что насверлил, снимал фаску, чтобы они утапливались. Они ровненько идут над этим. И закрутил везде. Потом я сделал такие квадратные из дерева под конус ромбики или ромбики, квадратики. И сверху поклею черным цветом. Сейчас пока что так. И, значит, теперь как петли делал. Петли у меня, вот у меня кусок прута. И я обыкновенный болт взял. Здесь потом можно или гайку круглую накрутить, или вообще ничего. То есть кому как понравится. И вот здесь вот сверлил отверстие и на химию сажал. Оно затвердевает фактически быстро. То есть закрываю одно, вставляю сразу две петли, и вот оно стоит у меня, засыхает. Только засохло, а также само ставлю вторую часть. Вот так она выглядит. Вот этот нахлестик одна на другую закрывается. Сейчас окно вот так вот смотрится. Вот оно как выглядит. То есть закрыто снизу вот это. У меня здесь металлический и остался. Подоконник я его не убирал. То есть делал я рамку по квадрату, по периметру. Потому что пришлось увеличивать площадь из-за того, что окно не утоплено. У кого утоплено, вот эта рамка не нужна. Но оно с рамкой красиво смотрится. Снизу вот стоит. А это я устанавливал, когда, чтобы по уровню поставить, когда две ставни стояли ровно, устанавливал временную такую планку. То есть я на нее ставил одну половину, ставил вторую и устанавливал петли. Когда оно засохнет, все дело на месте стоит. То есть ее сейчас можно убирать. Я единственное сейчас не убирал, сейчас другая идея. Здесь снизу сделать добавку с дерева и цветочки поставить. Сейчас я на другом окне покажу, как выглядит. Но там окно утопленное, поэтому горшочник получается внутри окна. Там проще. А здесь внутрь не поставишь, поэтому он будет как навесной. То есть будут все цветы стоять. Если вам нужно открыть, вы его снимаете. И просто открываете и обратно цепляете. То есть оно нигде мешать не будет. И будет красиво смотреться. Сейчас вот так вот. Сейчас я второе окно покажу. Это второе окно. На нем вот цветочки стоят. Вот так. Это пластмассовая штуковина. Можно деревянную сделать, потому что у меня на других окнах деревянная. Здесь у меня пластмассовая была такая под цвет. Я ее так и поставил. Вот она в открытом виде, как смотрится. Так вот выглядит. Тоже закрывается, но и так окно утапливаю. Его проще. В общем, кому было интересно, лайкайте. Не забывайте лайкнуть. Подписывайтесь. Еще буду выставлять видео. У меня там на разные темы. Ну и по дереву тоже будет. Еще буду делать. Всем удачи, всем всего хорошего. Подписывайтесь.